Сейчас я такая счастливая, буду разговаривать с вами про хейтеров. Потому что что грустить, даже если хейтеры есть, ваша жизнь в любом случае будет продолжаться. И как она будет продолжаться, будет зависеть только от вас. И вот здесь очень важный момент. Она будет действительно зависеть от вас, или она будет зависеть от хейтеров, которых вы к себе привлекли. Меня зовут Алиса, я психотерапевт, я энерготерапевт, и давайте поговорим на эту классную тему. Давайте немножко снимем напряжение с этой темы, вздохнем свободнее, чтобы у нас получалось легче проявляться в этот мир, легче нести свой свет, легче нести свою любовь. Ну, во-первых, начнем со смысла этого слова. Хейтер, да, от слова хейт, от слова ненависть. Это слово очень эмоционально заряженное, как вы понимаете, это не просто «мне не нравится», «я не люблю», «я ненавижу». Сразу приведу вам очень простой пример. На своем первом высшем образовании, международные отношения, специализация Китай, как-то на уроке, внимания, физкультуры мне какая-то девушка сказала такую вещь: «Ненавижу китайцев». На что я ее спрашиваю: «Почему?» На что она мне отвечает: «Просто ненавижу и все». То есть человек испытывает какие-либо очень сильно заряженные негативные эмоции по отношению к кому-то, кого он по сути даже не знает. О чем это может нам говорить? О том, что человеку просто элементарно плохо. И он нашел кого-то или что-то, куда можно скинуть эти негативные отрицательные эмоции. То есть логически он не сможет объяснить, почему он ненавидит. Потому что ненависть, простите, нужно заслужить. Твою собаку убили, что-то сделали с твоей дочерью, что-то сделали с твоим близким человеком. Тогда за счет чего ты ненавидишь? То есть это должен был быть определенный пул эмоционально заряженной какой-то энергии, который откуда-то взялся. Поскольку большинство людей живут неосознанно, они не понимают, кто они, не понимают, зачем они живут, они вообще не понимают, что в этой жизни происходит, они просто страдают. Они никогда не смогут вам объяснить, а, собственно, в чем причина-то? Так вот, причина не в вас и не в китайцах. Причина в том, что человеку очень больно и очень плохо. И чтобы хоть как-то облегчить свое существование, я должен эти эмоции куда-то вытащить. То есть я должен использовать агрессию. На самом деле, как психотерапевт вам скажу, это уже хорошо для этого человека, что он использует агрессию. Это значит, что у него гораздо больше шансов быстрее выздороветь, назовем это так, чем у человека, который изображает хорошего мальчика или хорошую девочку. Агрессия – это сила, так что вы можете хейтера похвалить и сказать: «Милый мой, у тебя психотерапия пойдет гораздо быстрее». Никогда, никогда счастливый человек не будет заниматься подобными вещами. Давайте на моем примере. В 20 лет я была хейтером. Даже в 24 я была хейтером. Сейчас мне 33. Почему я это делала? Я писала те самые комментарии. Я считала, что я имею на это право. Ну ты же вот проявляешься здесь, ну будь готов. Это была прям моя позиция. Если я буду смотреть сейчас с высоты своего опыта и профессионального, и просто человеческого, я понимаю, что мне было невероятно плохо. И я пыталась хоть как-то облегчить свое существование. То есть, грубо говоря, это крик о помощи. Сейчас, как человек, который знает, кто он, который знает, зачем он живет, который знает все свои сильные стороны, у которого стоят классные цели на эту жизнь, я не буду этим заниматься. Почему? Во-первых, потому что у меня даже не возникнет такой мысли, потому что у меня нет внутри больше этой боли, потому что у нас с помощью психотерапии моего духовного пути давно излечено. Соответственно, что я делаю? Я направляю свое внимание на себя и на свою жизнь. Более того, я начала открывать свое сердце, соответственно, и к себе, и к другим людям я отношусь с любовью. И даже к хейтерам я могу теперь относиться с любовью. Почему? Потому что я устойчива. Так вот, когда вы станете устойчивы в собственной самооценке, большинство людей даже самооценки-то не имеет, потому что они оценивают себя глазами других людей. Когда вы станете устойчивы в своей самооценке, в любви к себе, вы перестанете бояться хейта. Какие вообще есть причины этого самого хейта? Как я уже и сказала, это сильные психологические травмы, то есть человек жил в очень стрессовой обстановке, в дисфункциональной семье. Я не знаю, ему постоянно говорили, что он должен делать только на 5, а если на 4 он сделает, то все, его никто не полюбит. Если его избивали, если было психологическое насилие, это безусловные причины. Следующая причина – это страх.
Страх идет на самом деле все из вот этой же базовой причины. То есть мне страшно, например, мне самому страшно проявляться. И когда я смотрю на другого человека, что он проявляется, мне это начинает триггерить. Это триггерит мой внутренний страх. Следующая причина – это элементарная зависть. Очень часто, допустим, самый распространенный пример, я приведу его как женщина, это возрастные женщины, которые всю жизнь были несчастливы, у них не было счастливых отношений, у них были тяжелые роды, им никто не помогал, они все тянули на себе. И сейчас они обесценивают, допустим, трудность родов для других молодых женщин. Все рожали, и ты родишь. Все рожали и умирали, я вот не хочу. Да? То есть это зависть к тому, что я не могу себе так позволить. Ты можешь проявляться. Вот ты можешь, ты сидишь вся такая умная, разговариваешь тут, а я боюсь вести YouTube-канал или, не знаю, Instagram, я просто боюсь. У меня поднимается вот эта самая агрессия, и я на тебя ее скидываю. То есть на самом деле все причины хейта кроются в самом хейтере, кроются в его травмах, в его болях, в его несчастье, в своей собственной жизни. Человеку просто плохо. Все, что вы можете сделать, это пожалеть этого человека на самом деле. Тут бояться-то нечего. Человек просто психически травмирован. Он несчастлив. Поэтому в голове вы каждый раз, когда получаете хейтерский комментарий, вы должны сделать следующую вещь. Вы должны сказать себе: опа, почитали комментарий, а там: да ты такая сякая, тут разряженная сидишь, типа умная. Вы понимаете, что человек только что потратил свою энергию лично на вас. Деньги, например, это тоже энергия. Это не бумажки. Это числа. Это числа как энергетический код, проявленный в этой материи. Считайте, что хейтер подарил вам деньги. Для вашей психики так будет гораздо приятнее. Почему мы, в принципе, боимся хейта? Потому что огромное количество людей боится проявляться. Как вы заметили по информационному пространству, очень много людей, которые ничего не понимают, например, в тех же медитациях, могут продавать их на миллионы и миллионы рублей, называя медитациями то, что не является медитацией, например. Да? Манипулируя людьми, внушаем, что сейчас они послушают медитации, и все у них сразу получится, и деньги придут. А хорошие специалисты, допустим, те же самые психотерапевты и психологи, сидят в тени, потому что они боятся показать свои знания. Во-первых, у большинства из нас в странах СНГ нет базового ощущения безопасности. У нас более 60% людей с недиагностированными личностными расстройствами. А что это значит? Представьте, что творится в этих семьях. Это ад. Соответственно, если ребенок попадает сразу в ад, явно ему не будет там комфортно, он не будет расслаблен, он будет напряжен, он будет постоянно ожидать опасности. Что я буду делать в реальном мире? Естественно, постоянно ожидать опасности. Более того, в семье зачастую, раньше, по крайней мере, да, сейчас уже ситуация начинает меняться, не принято было говорить, что у тебя все получится, что ты молодец, да весь мир перед тобой открыт, милый, у тебя вот этот талант есть, вот этот талант есть, ты можешь использовать этот, посмотреть, как монетизировать, можешь этот, у тебя все получится. Нет, это не наш вариант. Лучшая мотивация – это сказать, что ты никто, ничто, ничего у тебя не получится, и вообще ты лошара конченый. Что с ребенком происходит-то? Ребенок ждет этого от окружающего мира и дальше. Но если я лошара, значит, мне так и напишут, а это подтвердит мне то, что я считаю себя никем. У многих людей есть проблема с комплексом самозванца. На самом деле у большинства людей это не комплекс самозванца, это страх проявляться. Комплекс самозванца может быть только у профессионала в этом деле, потому что если ты только начинаешь свой путь, никакого комплекса самозванца у тебя быть не может. Ты еще учишься. Самозванцем себя может считать тот, кто уже хорошо разбирается в какой-то теме, но боится, да, об этом говорить, боится, что он будет выглядеть как-то не так. И это, соответственно, тоже дает нам некий страх хейта. Если я не уверен в себе, если я не уверен в своем продукте, в том, что я делаю, логичным образом я буду бояться проявляться. Я буду ждать этого хейта, и каждый раз, когда я буду его получать, внутри меня будет выделяться уйма кортизола и адреналина, у меня будет вот эта вот волна, и я просто прекращу вести блог, чтобы минимизировать эту тревожность и быть хоть в каком-то более-менее состоянии спокойствия, хотя состояния спокойствия в этот момент все равно нет. То есть если человек изначально боится хейта, и для него это конец света, соответственно, всю свою жизнь он живет в тревожности.
Также вас могут хейтить люди, которые абсолютно ригидны. Психика у них ригидная. Они не могут позволить себе принять вообще что-то новое. Какая-то новая мысль, все, давай до свидания, не говори мне такого, этого не может быть. То есть вы должны понимать, что человек любознательный, человек любопытный, человек открытый, человек умный, потому что умным человеком, добрым человеком, классным человеком, человеком, который создает что-то новое, всегда будет человек, который открыт к новым идеям, открыт к новым мыслям. Если вы видите, что вам пишут, нет, это не так, психология, вот это ваша все фигня, вы понимаете, что человек ригиден, его системе сейчас так безопасно. Потому что если он откроет для себя психологию, я открою вам секрет, но в 17 лет я хотела поступать на психологию, а в 20 я решила, что я терпеть не могу психологов, как раз по той причине, что я, точнее, не я как Алиса, да, а мое бессознательное прятало меня от психологии, дабы я не сталкивалась с той болью, которая потом у меня на терапии все равно из меня вышла. То есть рано или поздно я все равно с ней столкнусь. Так вот, человек закрывается, чтобы не сталкиваться, допустим, с какими-то осознаниями. И это вы тоже можете себе проговаривать, когда вы получаете какой-то хейт, когда вы видите определенный хейтерский комментарий, который говорит вам, да, это все фигня. Может быть, а может и нет. Лично я предпочитаю изучать. Какая у нас может быть в целом реакция на этот хейт? Первая реакция у большинства людей травмированных – это слиться. Это перестать вести блог, это перестать вообще как-то проявляться, лишь бы на тебя не свалилось вот это приключение, потому что ты с ним просто не справляешься эмоционально. То есть у тебя эмоциональной стабильности просто нет. Тебе очень сложно воспринимать любые перемены, какие-то неожиданные происшествия. Они вызывают у тебя вот этот безумный стресс, и ты предпочитаешь просто закрыться. Второй вариант – это агрессировать на всех и все. То есть тебе что-то написали, тут же да ты не прав, да ты вообще… И матом покрыл. Зачастую такие люди считают, если они более-менее умные, они могут считать, что вот они молодцы, они отстаивают свои границы. Но они не понимают одну простую вещь, что это лишь первый этап после того, как вы побыли хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Это первый этап, это то, что вы должны были делать с детства, просто вам не позволяли. Вы должны были сразу отстаивать свои границы, высказывать свое мнение. Просто большинству людей на постсоветском пространстве, большинству родителей невыгодно, когда ребенок высказывает свое мнение, потому что он перестает быть удобным. Вот вы можете слиться, вы можете агрессировать на человека, да, который вам что-то написал, и вам это не понравилось. Вы можете отреагировать юмором. Да, и я смотрю, у некоторых крупных блогеров, у них есть манера именно отвечать с юмором. И это выглядит довольно забавно, потому что человек тут же тушуется, когда ты оригинально ему отвечаешь. Он-то со своей агрессией на тебя идет, и такой ха-ха. И все, и напряжение снимается, и конфликт исчерпан. Вы один раз ответили, дальше отвечать не нужно, потому что вы продолжаете играть в игру другого человека. Человека с психологическими проблемами. Ну и самый простой способ, который для большинства доступен, слава богу, он доступен, это блокировка человека, который гадит у вас в блоге. Вы помните, пожалуйста, про эту функцию, потому что она есть. Вы можете просто его нафиг заблокировать. Потому что вы не обязаны терпеть слив чужой какашки на вас. Важно понимать, что не все, кто не согласен с вашим мнением, являются хейтерами. Человек может быть просто с вами не согласен. Но обычно человек, который просто не согласен, это человек, который спокойно высказывает свое мнение. А я думаю, что вот так, вот так и вот так. Человек, который высказывает свое мнение, не может быть хейтером априори. Да? Хейтер – это тот, кто льет на вас г. Поскольку ответственности в интернете практически нет, человек может сливать на вас свое какое-то вот негативное видение. Вот это действительно хейтер. Просто блокируем, даже не отвечаем. Лично я блокирую сразу, чтобы у меня даже в блоге не было вот этих вот, назовем, низковибрационных людей, потому что они, во-первых, влияют на меня в любом случае, во-вторых, люди заходят, читают, и у каждого что-то начинает там триггериться и так далее. Зачем нам это нужно? Когда человек предоставляет тебе, там, допустим, конструктивную критику, когда ты ее попросил, когда человек просто с тобой не согласен, это не хейтеры, это просто люди, которые могут быть с тобой не согласны, это совершенно нормально. Для того, чтобы не бояться хейта, вам нужно сделать очень простую вещь. Вам нужно полюбить себя. Вам нужно начать действовать из любви. Когда ты вещаешь из любви, ты передаешь людям эту любовь. Во-первых, к тебе подтягивается определенная публика на твои вибрации. Те, кто хочет
бесконечно критиковать и жить вот в этом трехмерном мире, они идут к другим людям и там получают вот этот обмен. К тебе приходит совершенно другая целевая аудитория твоя. Более того, когда ты вещаешь с любовью, ты не боишься хейта, потому что ты понимаешь, насколько больно другому человеку, а ты с любовью к нему. И ты спокойно это воспринимаешь. Это не значит, что ты проводишь ему бесплатную психотерапию в комментариях. Нет, но ты в первую очередь себя не триггеришь лишними ненужными эмоциями. Поэтому открывайте свое сердце. Обретайте чувство базовой безопасности. Это делается в такой хорошей среднесрочной терапии. Как только вы обретете это ощущение безопасности и откроете свое сердце, никакой хейт вам страшен не будет. Более того, если у вас стоят масштабные цели на эту жизнь, вы в любом случае столкнетесь с хейтом. Почему? Потому что вы просто становитесь известны более большому количеству людей. Вы просто попадаете в поля разных людей, а разные поля реагируют по-разному на вас. Вы что-то в них можете триггерить. Они накладывать будут на вас свои проекции. Они будут проявлять себя, потому что вы будете своей энергией их задевать. И это совершенно нормально. Так вот, если вы готовы к большим масштабным целям, вы просто не можете бояться хейта. Если вы предпочитаете сидеть там, где вы сидите, вы можете продолжать бояться хейта и не вырастать. Собственно, если вы боитесь его, вы так и не вырастете никогда в жизни. Поэтому блокируйте, отвечайте с юмором, расслабляйтесь, повторяйте себе, что это бедные несчастные люди, вы их спасать не обязаны, но вы прекрасно себя можете обезопасить. Я желаю вам удачи, я желаю вам открыть свое сердце, обрести безопасность и начать наконец-то проявляться в этот прекрасный мир.